Добрый день, господа. Сегодня у нас небольшой рассказ про водителя школьного автобуса. Если вам нужен перевод, то включите субтитры. Я стараюсь говорить медленно, и поэтому иногда получаются неправильные ударения и интонации. А что, если я буду говорить в обычном темпе, как в реальной жизни? Напишите в комментариях. Готовы? Начали. Меня зовут Александр. Я уже 10 лет работаю водителем школьного автобуса. Это не просто работа, это целое приключение каждый день. Мой день начинается в 6 утра. Прихожу в парк, проверяю автобус, тормоза, свет, бензин. Особенно внимательно смотрю ремни безопасности. Они должны быть исправны. В 7:15 я уже подъезжаю к первой остановке. Там меня ждут мои пассажиры-полуношники. Так я называю сонных школьников, которые еще не проснулись. Маша, восьмиклассница, всегда забирается на заднее сиденье и досыпает всю дорогу. А первоклассник Петя всегда несет с собой странный завтрак. Сегодня это был бутерброд с вареньем и сыром. В 7:40 происходит самое интересное. Ко мне подсаживается мой навигатор Костя из 5 класса. Он очень любит географию и всегда советует, какой маршрут выбрать. Сегодня он уговорил меня поехать объездной дорогой, потому что так можно увидеть новый памятник. И знаете, он был прав. Мы действительно обнаружили свежеустановленную скульптуру лошади. В 8:00 мы подъезжаем к школе. Здесь начинается самая сложная часть моей работы. Нужно убедиться, что все дети вышли и ничего не забыли. Сегодня Антон оставил свой рюкзак. Пришлось догонять его прямо у входа в школу. Благо, он еще не успел далеко уйти. В середине дня у меня есть несколько важных поездок. Сегодня возил детей в бассейн. Это всегда весело. Они поют песни, рассказывают новости. Особенно запомнился разговор с Леной. «Александр Иванович, а правда, что вы когда-то возили самого мэра?» «Правда, но он не пел, в траве сидел кузнечик, как вы». В 14:00 начинается мой любимый рейс. Развожу детей по домам. Здесь совсем другая атмосфера. Все уставшие, но довольные. Рассказывают, как прошел день. Показывают пятерки в дневниках. Сегодня Катя из 3 класса прочитала мне свое сочинение про самого лучшего водителя. Было очень приятно. А сегодня случилось нечто особенное. По дороге домой мы увидели на остановке потерявшегося щенка. Дети уговорили меня остановиться. Пока я звонил в службу отлова животных, школьники организовали операцию по спасению. Нашли коробку, налили воды в миску из бутылки. В итоге щенка забрали волонтеры, а дети чувствовали себя героями. В 16:30 мой рабочий день заканчивается. Но сегодня я задержался. Помогал учительнице Анне Петровне отвезти проектор на ремонт. Зато она угостила меня домашним пирогом с яблоками. Возвращаюсь в гараж. Проверяю автобус.
записываю в журнал. Пробег 85 километров, происшествие, спасение щенка. Настроение отличное. Эта работа научила меня главному. Дети – самые честные и благодарные пассажиры. Они могут рассказать тебе все на свете, от секретов одноклассников до теории Большого взрыва. И хотя иногда они шумят и забывают вещи, их улыбки и спасибо в конце дня делают эту работу самой лучшей на свете. Завтра меня снова ждет ранний подъем, сонные детские лица и новые приключения на школьных маршрутах. Поставь лайк. До новых встреч.